Развивая понимание истины, мы должны достичь такой великой веры, что всегда будем получать только утвердительные ответы на все наши мысли. Каждый успех будет придавать нам силу, пока не наступит время, когда мы не будем больше говорить «я надеюсь» или «верю», но будем говорить «я знаю». Мы уже наделены могуществом. Оно – дар Всевышнего в земном выражении. Но наше невежество при его использовании привело к созданию негодных форм, которые, в свою очередь, вынуждают разум воспроизводить посланные ему мысли. Нам никогда не удастся избежать действия этого закона причины и следствия. И хотя поначалу он может показаться очень суровым, потом, когда мы вникнем в его сущность, мы поймем его абсолютную справедливость, без которой не существовало бы подлинной самостоятельности и какой-либо индивидуальной жизни. Из-за присущей нам божественной индивидуальности даже Бог вынужден ждать, пока мы признаем Его и Его законы. Обычный человек, сидящий сложа руки и пытающийся лишь силой мысли поправить свои дела, подсознательно делает именно то, чего следует избегать, а потом удивляется, что не достиг желаемых результатов. Большинство людей просто сидят и мечтают о том, чего бы им хотелось. Они могут даже сильно желать или надеяться. Более того, они могут даже поверить, что их желание будет исполнено. Все это, в общем-то, хорошо, но этого недостаточно. Мы непременно должны выработать в себе отношение к желаемому, как к уже полученному. Сначала это может показаться трудным, но легко увидеть, что делать так необходимо, и поскольку разум работает только так, то мы действительно должны добиться этого. Могущество существует, и разум существует, и жизнь существует. Но они должны протекать через нас, чтобы найти свое выражение в нашей жизни. Мы имеем дело с законом. Нужно подчиниться природе, прежде чем она начнет работать для нас. Только осознайте, что этот закон такой же естественный, как и любой закон, данный Богом. Применяйте его с таким же пониманием и искусством, с каким вы используете законы электричества, и тогда вы получите желаемые результаты. Мы обеспечиваем те мыслимые формы, вокруг которых переливается и играет божественная энергия, притягивая к ним условия, необходимые для воплощения замысла. Это все, что нужно сделать при мысленной медитации. Человек начинает осознавать, что та жизнь, которую он имеет в себе, это великий дар Бога. Если он действительно живет, если его жизнь имеет ту же природу, что и жизнь Бога, если он является личностью и имеет право выбора, присущее личности, то он может делать со своей жизнью все, что захочет, и он может сделать из себя все, что пожелает. Он свободен, но эта свобода согласуется с законом и никогда не противостоит ему. Человек должен подчиняться закону. Если он не подчиняется, то закон все равно действует, и это действие оказывается наказанием. Человек не может изменить такой порядок вещей и обязан покориться ему. Свобода приходит к индивиду из понимания законов его собственной жизни и подчинения им, тем самым овладения ими для достижения здоровья, счастья и успеха. Закон проникает через всю природу, управляет как видимым миром, так и невидимым. Закон не есть физическая или материальная субстанция. Он существует в разуме и духе. Закон — это способ проявления Бога. Мы должны думать о Боге, как о великом духе, единственным побуждением которого является любовь, свободно отдаваемая им каждому просящему. Бог есть наш Отец в полном смысле слова, наблюдающий за нами, заботящийся обо всех и любящий всех одинаково. Хотя все есть любовь, но чтобы не воцарился хаос, все управляется законом. И в отношении нас
Этот закон всегда имеет духовную природу. Легко увидеть, что разум может контролировать и до некоторой степени управлять функционированием тела. Некоторые идут дальше и считают, что тело полностью управляется сознанием. Но не так легко понять, каким образом мысль управляет внешними обстоятельствами и решает, ведут ли они к успеху или неудаче. Здесь мы остановимся, чтобы задать вопрос. Если обстоятельства не определяются разумом, то чем же они в таком случае определяются? Некоторые скажут, что обстоятельства определяются событиями. Но что такое события? Являются ли они причиной или следствием? Конечно, они всегда следствие. Все, что мы видим, это следствие. Следствие — это то, что возникает из причины, а мы изучаем только причину явлений. Следствия не возникают сами по себе, а занимают свое место согласно действию разума, то есть причины. Если это не соответствует вашему образу мыслей, то начните сначала и осознайте, что за всем видимым стоит невидимая и безмолвная первопричина. В вашей жизни вы сами являетесь причиной. Нет ничего, кроме разума, и ничто не шелохнется, пока разум не приведет что-либо в движение. Мы уже договорились, что хотя Бог есть любовь, тем не менее, наша жизнь строго управляется разумом или законом. Мы сами являемся причиной обстоятельств нашей жизни, и ничто не сдвинется с места, пока наш разум не сделает этого. Активность нашего разума проявляется в мысли. Мы всегда действуем, поскольку мы всегда мыслим. Все время мы или притягиваем что-то к себе, или отталкиваем что-то прочь. Обычно человек это не осознает, однако незнание закона не избавляет нас от его последствий. «Так что же?» — спросит кто-то. «Вы считаете, что я думал о неудаче и хотел ее?» Конечно, нет. Было бы глупо хотеть неудачи. Однако, согласно закону, который невозможно отрицать, вы, должно быть, думали что-то такое, что привело к неудаче. Возможно, вы думали, что неудача может прийти, или каким-нибудь другим путем дали ей войти в ваш разум. Обдумывая снова и снова первопричину всего сущего, вы обнаружите, что окружены разумом или законом, который возвращает думающему все его мысли. Если бы это было не так, то человек не мог бы быть личностью. Быть личностью означает иметь возможность думать то, что хочется. Если каждая мысль оказывает влияние на нашу жизнь, то должно быть нечто, осуществляющее это. Некоторые люди оказываются скованными и ограниченными в своих возможностях из-за своего невежества. Эту закономерность иногда называют законом кармы, который связывает невежественных и освобождает мудрых. Мы живем в разуме, и он возвращает нам только то, что мы своей мыслью посылаем в него. Что бы мы ни делали, закон будет действовать. Если мы будем думать о себе, как о бедных и несчастных, закону ничего не останется. Как сделать нас такими? Может быть, поначалу это трудно осознать, но ищущему обязательно откроется истина, что закон и не мог бы действовать иначе. Все, что мы думаем, это чертеж, а разум — это строитель. Иисус, понявший это, сказал: «Воздается тебе по вере твоей». Будем ли мы сомневаться в том, что говорил этот великий провозвестник новых путей? Разве не сказал он: «Воздастся тебе»? Как прекрасно! Воздается тебе, и нет ничего, о чем нужно беспокоиться. Обладавший чрезвычайным могуществом истинно духовного мышления, Иисус мог даже получать хлеб из эфира жизни, и ни разу он не испытал неудачи, показывая, что тот, кто знает истину, становится свободным. В свете сказанного, думающий человек вынужден будет признать, что творение имеет в первую очередь духовную природу, подчиняется законам мысли и в конечном счете проявляется физически. В действительности человек не творит.
Он лишь использует уже существующую созидательную силу. Условно говоря, человек — созидательная сила своей собственной жизни, и его мысли всегда сопровождает нечто, имеющее способность осуществлять то, о чем он думает. До сих пор люди использовали эту созидательную силу невежественно, из-за чего опутали себя бесчисленными предрассудками и условностями. Но сегодня сотни тысяч людей начинают использовать эти великие законы своего существования осознанно и конструктивно. В этом заключается великий секрет нового мышления, организующегося под различными названиями, с разными уставами и ритуалами. Все используют один и тот же закон. Хотя некоторые отрицают в других наличие подлинного откровения. Мы должны добиться такого состояния наших умов, чтобы узнавать истину в любом облике. Недостаток многих из нас заключается в том, что когда мы видим сахар не в сахарнице, то принимаем его за что-то другое и держимся за наши мелкие предрассудки, вместо того, чтобы думать о сути. Творя свою жизнь и ее обстоятельства, мы будем всегда привлекать к себе только то, что соответствует нашим мыслям. Вещи — это не что иное, как внешнее выражение наших мысленных представлений. Обстоятельства, в которые мы попадаем, в точности соответствуют нашему воображению. Совершенно необходимо поэтому, чтобы преуспевающий человек стремился сосредоточиться на мыслях об удаче и счастье, которые делают его бодрым и веселым, а не унылым и подавленным. Он должен излучать радость, быть наполненным верой, надеждой, ожиданием успеха. Такой бодрый и исполненный надежд настрой ума совершенно необходим тому, кто действительно хочет что-то сделать в жизни. Изгоните все негативные мысли из вашего ума раз и навсегда. Провозгласите себя свободным. Не имеет значения, что другие говорят, думают или делают. Вы — это успех, и теперь никто не сможет помешать вам добиться своего. С вами все могущество Вселенной. Почувствуйте, осознайте и считайте это незыблемой истиной. Уже лишь этот духовный настрой привлечет к вам и друзей, и достаток. Начните постепенно освобождаться от всех ложных идей и всех предрассудков, что человек ограничен в своих возможностях и обречен влачить жизнь в нищете и страданиях. Используйте чудесную силу выбора, данную вам Богом. Отбросьте всякие мысли о неудаче или сомнения в своих силах. Сосредоточьтесь только на том, что хотите осуществить, и не обращайте внимания на остальное. Не имеет значения, сколько еще раз прежние ложные мысли вернутся к вам, избавляйтесь от них, осознавая, что больше они не имеют над вами власти. Смело встречайте их с открытым забралом и приказывайте убираться. Они вам больше не нужны. Осознайте и крепко держитесь убеждения, что отныне вы свободны. Всецело развивайте в себе убеждение человека, который знает, с чем он имеет дело, и провозгласите себя единым с бесконечным разумом. Знайте, что вы не можете отделиться от единого разума. Куда бы вы ни пошли, всюду прямо за вашим плечом, в ожидании быть использованным, находится все могущество всей Вселенной. Осознайте это и помните, что в союзе с единственной существующей силой вы выше всего остального и даже всего того, что может с вами когда-либо случиться. Вы можете привлечь к себе только то, чем вы сначала мысленно стали и почувствовали это реально существующим без тени какого-либо сомнения. Постоянный поток мысли, текущий через созидающий разум, будет вызывать постоянное проявление соответствующих обстоятельств. Неустойчивый и колеблющийся поток мысли вызовет и такие же проявления в вашей жизни. Мы должны избегать колебаний и быть последовательными в устремлениях нашего разума.
Ибо, как сказал апостол Иаков, «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Все мы погружены в ауру, образуемую нашим мышлением. Эта аура — непосредственное следствие всего нами сказанного, продуманного или сделанного. Она определяет, что должно произойти в нашей жизни. Она привлекает к себе похожее на нее и отталкивает чуждое. Мы притягиваемся к тем вещам, в которые мысленно воплощаемся. Большая часть внутренних процессов мышления является неосознанной. Но когда мы поймем закон, то единственное, что нам нужно будет делать, это осознанно воплощаться именно в то, что мы хотим. Надо думать только об этом. И тогда незаметно мы будем притягиваться к желаемому. Умение использовать этот закон позволяет достичь наших целей. Мы можем добиться желаемого, только если отбросим старые привычки и разовьем в себе новое искусство правильно мыслить. И мы должны научиться этому во что бы то ни стало. Это работа не для хлюпиков, а для сильных и уверенных в себе характеров. И результат стоит любых усилий. Человек, умеющий сконцентрировать свои мысли на одной цели, всегда добивается наилучших результатов. Но это совсем не означает, что необходимо быть в постоянном напряжении. Как раз наоборот, мы должны избегать всякого напряжения. Когда мы поймем, что существует только одна сила, то перестанем ожесточенно сражаться за успех и будем лишь знать и спокойно созерцать истинность нашего знания. Это означает упорную и твердую решимость думать то, что мы хотим думать, пренебрегая кажущейся очевидностью взглядов, противоположных нашим. Мы смотрим не на очевидное, а на скрытое. Царь Израиля понимал это, когда, глядя на приближающиеся полчища врагов, сказал: «Мы беспомощны против этой громады, но уповаем на Тебя, на единственную силу». После того, как изучающий науку разума понял, что все есть дух и что все управляется божественным законом, у него возникает мысль, что он может сам созидать посредством своего собственного мышления. Он может создать настолько сильную духовную атмосферу успеха, что ее воздействие будет непреодолимым. Он может послать всему миру любую мысль, и она вернется к нему, принеся то, что он хотел. Он может наполнить свое дело такой энергией успеха, что успех будет стремиться к нему отовсюду. Мысль всегда принесет нам то, что мы послали с ней. Но прежде всего мы должны полностью очистить наше мышление от неверия. Эта книга написана для тех, кто верит. И для того, кто действительно верит, написанное станет истиной его жизни. Никакая настоящая созидательная работа не может быть выполнена без полной ясности мышления. Как вода поднимается только до определенного уровня, так и разум вернет нам только то, во что мы прежде всего поверим. Мы всегда получаем то, во что верим, но не всегда то, чего хотим. Наша мысль обладает способностью достигать, воплощаясь в форму внешних обстоятельств, точного их соответствия нашим внутренним убеждениям. Думая, вы приводите в движение созидающую силу, и она действует в точном соответствии с вашими мыслями. Вы отправляете в мировой разум какую-то идею, и он творит из нее реальность, которую вы встречаете на вашем жизненном пути. Поэтому думайте о мировом разуме, как о вашем лучшем друге. Он всегда с вами. Он никогда не покидает вас, где бы вы ни были. С ним вы никогда не одиноки. Нет больше ни сомнения, ни страха, ни удивления. Вы познали истину, и вы будете использовать единственную силу, существующую во Вселенной.
вы будете использовать ее для той цели, на которой вы уже мысленно сосредоточились и теперь готовы высказать ее. Вы высказываете ее для вашего блага. Вы желаете только добра и знаете, что только добро и может прийти к вам. Вы добились своего единства со всей Вселенной, и теперь присущая ей сила поможет вам в ваших делах. Всегда, когда мы молимся, мы должны верить. Наше представление о молитве не сводится к просьбам к Богу о чем-то, так как в молитве содержится и вера, что мы уже имеем то, в чем нуждаемся. Как уже говорилось, такая изначальная вера необходима потому, что все есть разум. И пока мы не создадим его полное приятие, не будет той формы, в которую разум мог бы облечь себя и через которую он мог бы проявиться. Такая позитивная вера составляет суть подлинно творческой работы. И если мы еще не обрели ее, то должны ее развить. Без малейших колебаний доверьтесь внутреннему голосу, никогда не бойтесь, так как он всегда окажется прав. Всех нас окружает высший разум. Он стучится в двери нашего мышления, и мы должны быть открыты для него в любое время и всегда быть готовы воспринять его указания и следовать его руководству на пути величайшим истинам. Каждый из нас живет в разуме, и что бы мы ни подумали, любая мысль воспринимается им и претворяется в жизнь. Это означает, что как мы думаем, так и произойдет. Нельзя сегодня думать одно, а завтра совсем другое, и при этом надеяться получить желаемые результаты. Наше мышление должно быть очень ясным, чтобы посылались лишь такие мысли, претворение которых мы хотим в нашей действительности. Вот что следует при этом запомнить. Лучше работать в одиночестве, чем с людьми, не разделяющими наше мировоззрение. Течение наших мыслей, пусть даже не очень мощное, сделает для нас больше, чем многочисленные мощные потоки разнообразных мыслей. Другими словами, если вы не уверены, что совместная работа с другими сложится гармонично, лучше работайте один. Конечно, не обязательно увольняться только потому, что кто-то не согласен с вами, но в этом случае не следует делиться своими мыслями. Нет необходимости отказываться от мирской жизни для того лишь, чтобы управлять своими мыслями. Наоборот, следует научиться быть в самой гуще мирского и при этом думать так, как хотим, независимо от того, что думают другие. Один единственный поток мысли, ежедневно посылаемый в созидательный разум, сделает чудеса. Тот, кто будет поступать так в течение года, полностью изменит обстоятельства своей жизни. Делать это следует так. Ежедневно проводите некоторое время в медитации, в размышлении о том, что именно вы хотите. Старайтесь увидеть мысленным оком желаемое во всей его подлинности, и затем подтвердите, что так все и сбылось. Пытайтесь ощутить реальностью сказанное словами. Слова и подтверждение их, аффирмации, не творят сами по себе, но определяют мысленную форму. Чувства же имеют созидательную силу, и чем больше чувства вложено в слово, тем большее могущество оно будет иметь над обстоятельствами нашей жизни. Мы считаем обстоятельства лишь следствиями наших мыслей. Они не могут быть ничем иным. Это единственный путь, на котором все сотворенное получило свое выражение. Очень полезно представлять мысленно, что через нас постоянно протекают огромные потоки мыслей и энергии, направляющиеся к разуму, где они воспринимаются и подвергаются воздействию. Наша задача — направить этот поток мысли именно туда, куда мы хотим, и быть готовым действовать в любой момент, когда появится побуждение к действию. Наша реакция никогда не должна быть отрицающей, а всегда позитивной, поскольку мы взаимодействуем с тем,
что не знает неудач. Это мы можем потерпеть неудачу, но созидательная сила бесконечна, и для нее поражение невозможно. Только немногие могут создать у себя мысленный эквивалент изобилия, но он должен быть создан. Мысль должна быть настолько сильной, чтобы целиком охватить желаемое. Слабая мысль породит и ничтожные результаты. Самый факт, что все есть разум, доказывает правильность таких истин. Все есть разум, и поэтому мы можем извлечь из разума лишь то, что мысленно создали как реальное. Мы должны как бы стать той вещью или тем состоянием, которое мы желаем. Мы должны видеть их в своем воображении, думать о них, проникать в их суть. И только после этого созидательная сила разума сможет создать их для нас. В этом заключается процесс внутреннего роста сознания. Это мышление растущее и реализующееся внутри человека. Любой, кто хочет и готов потратить время и усилия, может развить в себе такую способность, но это означает необходимость проделать серьезную работу. Большинство людей слишком ленивы, чтобы предпринимать хоть какие-то усилия. Мы должны ежедневно тренировать наше мышление, чтобы сосредоточиваться лишь на том, что мы хотим видеть осуществленным. Поскольку мы врастаем в то, о чем постоянно думаем, то нам следует выбрасывать из головы все мелкие или несущественные мысли и видеть все в крупном масштабе. Мы должны развивать в себе привычку постоянно расширять духовный горизонт, вглядываясь все дальше и дальше и испытывая в результате все более важные и крупные события в своей жизни. Хорошим упражнением для увеличения масштаба вашего мышления являются ежедневные попытки увидеть себя стоящим духовно несколько выше, наполненным желанием действовать, излучающим ощущение силы и влияния на других людей, чувствующим наступление самых разнообразных событий и видящим, что впереди вас ждут еще большие дела. Убедите себя, насколько сможете, что уже сейчас вы имеете все, что воображаете и чувствуете. Уверяйте себя, что вы духовно растете, что рамки вашей жизни раздвигаются. Почувствуйте, что в вас есть нечто притягательное, и живите, позволив расти вашим идеям и ожидая, что произойдет самое важное и наилучшее. Никогда не позволяйте ничтожным мыслям завладевать вашим умом, и вскоре вы обнаружите, что в вашей жизни происходят важные изменения. Одним из препятствий, чрезвычайно мешающих нам достигать большего успеха, можно назвать предрассудки всего человечества. Они являются результатом всеобщих мыслей и верований. Мы погружены в них с рождения, и восприимчивые к ним люди управляются именно ими. Каждая мысль ищет своего выражения, идя по линии наименьшего сопротивления. Когда мы становимся отрицающими и боязливыми людьми, мы притягиваем к себе такие же мысли и обстоятельства. Мы должны быть уверены в себе, мы должны быть настроены позитивно, мы должны обладать абсолютной выдержкой и самообладанием. Негативно настроенные люди всегда попадают в негативные обстоятельства и беспокоятся по всяким пустякам. Позитивно настроенные люди притягивают к себе положительные обстоятельства и обречены на успех. Лишь немногие осознали, что мышление обладает реальной силой, что мысли создают вещи и обстоятельства. Когда мы начнем понимать силу мышления, нам нужно будет тщательно пересмотреть все наши мысли и убеждения, чтобы удостовериться, что среди них нет ничего такого, воплощения, чего мы не хотели бы. Нам следует предохранять наш ум от появления негативных мыслей. Нужно каждый день говорить себе, что мы не держимся за предрассудки, что окружающий нас дух защищает нас от всех страхов и препятствий. Давайте осознаем нашу силу. Давайте наполним атмосферу нашего дома и наших рабочих мест потоками позитивного мышления.
Тогда и другие люди почувствуют это и захотят быть вблизи нас и узнать то, что узнали мы. На этом пути мы будем постоянно привлекать к себе только самое наилучшее. Зерно, попавшее в землю, принесет свои плоды, и ничто не помешает этому. Кто имеет уши слышать, да слышит. Главное – делайте, верьте, и все у вас получится.